Друзья, всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск проекта Russian Progress. Это канал и подкаст для изучающих русский язык. Я делаю видео с субтитрами, подкасты с транскрипцией, чтобы вы могли слушать, и у вас была поддержка в виде текста, который можно перевести и улучшить свое понимание. Ну и также вы можете говорить на сайте russianprogress.com. Есть возможность записаться ко мне на уроки и говорить на русском. У меня сейчас несколько учеников. Вот недавно новый ученик из Португалии появился. И всегда очень интересно и мне, и ученикам, надеюсь, говорить на разные темы. Ну и параллельно я исправляю все ваши ошибки. Вот, так что ссылочки на транскрипцию, на уроки будут в описании. А мы начинаем сегодняшним выпуском, который я, кстати, записываю из Новосибирска. Здесь я нашел такой в старом тихом центре домик деревянное зодчество, которое хочу вам показать. Хочу не только говорить на русском, делать для вас контент, но и показывать Россию, разные места. И в этом выпуске будет много кадров из разных городов, потому что я буду рассказывать про июль. И у меня в этом месяце было много достаточно поездок, и все это я тоже буду показывать в видеоверсии подкаста, если вы слушаете аудио. Кстати, не знаю, как долго я буду загружать это, потому что в России начали замедлять YouTube. И вот вчера, например, я смотрел YouTube с VPN, что не круто, потому что YouTube для меня лично был огромным источником знаний, да, потому что я учил все свои языки на YouTube, ну и в подкастах. И сам создаю такой же контент, поэтому это проблемка небольшая, но сегодня не об этом. Так вот, июль начался у меня так, что я еще никуда не ездил, но уже хотел каких-то впечатлений. Кто слушал или смотрел выпуск про первый месяц лета, про июнь, там я говорил, что, месяц прошел так себе, то есть я сидел дома или работал и ничего нового не увидел. Так вот, в июле я хотел это исправить и начал ездить просто по разным незнакомым районам в Калининграде, в котором я тогда находился. И открыл несколько новых мест для себя. Историческая немецкая башня, один из новых фортов, который я просто случайно увидел, наткнулся на него, катаясь на велосипеде. Несколько новых заведений, кофеен и все. Вот. На самом деле Калининград почти исчерпал себя в плане впечатлений для меня. То есть я уже не знаю, куда там поехать, чтобы открыть что-то новое. Поэтому есть мысли поехать пожить куда-нибудь дальше. Несмотря на то, что Калининград один из лучших городов в России, я об этом делал выпуск. Хочется видеть что-то новое, постоянно какие-то впечатления получать, поэтому, быть может, поеду куда-то дальше. В Калининграде, да, я был уже и в самом городе везде, и по области поездил, то есть все большие города посетил, и решил съездить в Озерск. Озерск привлек мое внимание тем, что там очень дешевые квартиры, и городок, в принципе, такой зеленый, симпатичный, в видео, которые я видел. И вот я решил туда съездить, посмотреть. Это восток Калининградской области. Он находится прям близко к Польше, там 8 километров. И я туда съездил и понял, почему так дешево там стоят квартиры, потому что там было всего 2 заведения, где можно поесть. То есть не просто хорошо поесть, а поесть. Какая-то столовая, еще что-то. Не было кофеин, не было вообще ничего, не было людей. То есть там очень мало людей, всего 4000 населения. И очень странная реставрация исторических зданий, при которой, насколько я понимаю, сначала фасад покрывают пенопластом, то есть его утепляют, и потом покрывают этой ребристой штукатуркой, которая выглядит ужасно, дешево, и дом вообще теряет объем, форму, в общем, ужасно. Я еще не делал выпуск про минусы Калининграда, но это я тоже упомяну. Фасады, то есть вот что-то делают с фасадами в Калининграде, что они, исторический дом становится новодельным, то есть как будто его вчера построили. И совершенно другая ситуация в других городах, в которых я был. То есть я был в Москве, в Петербурге, там, понятно, очень высокий уровень. И даже я был в Твери, там тоже все хорошо в этом плане, в Новосибирске. То есть вот это именно особенность Калининградской области и вот таких городов, как Озерск, в частности. Но, тем не менее, городок на один раз неплохой, наверное, да, то есть можно туда приехать, отдохнуть, там тихо, спокойно, можно на САПе покататься. Тоже занимаются там благоустройством, вот в этом плане молодцы, то есть там обновили парк, обновили набережную,
И все классно. Я там познакомился с собачкой, меня там преследовала какая-то собака, я ей покормил ее, купил ей сосисок. Ну вот, в общем, такая поездочка. Ну, как бы я уже выжимаю, не знаю что, какие-то пытаюсь получить хотя бы впечатления там, потому что, ну, уже все просто вдоль и поперек исследовал. Ну и, соответственно, после этого у нас намечалось с моим другом Виктором, с которым у нас был выпуск. Он из Франции, и он уже приезжал в Калининград. Я ему тогда еще сказал, что тебе надо обязательно увидеть Москву и Петербург. И он сказал: окей, давай я летом приеду. Ну и вот он собрался приезжать, он сделал визу, все вроде бы замечательно, я взял билеты, тоже собрался поехать. И уже в день отправления в Москву, ну сначала он должен был прибыть в Калининград. Тут на границе у него возникли проблемы с визой, он не мог ее открыть. И проблема была очень глупая, она заключалась в том, что он использовал какой-то рандомный браузер, а надо было зайти с обычного Chrome браузера, и тогда у него бы PDF-файл с визой открылся. Вот, в общем, тупая ситуация, но, тем не менее, он решал это все 2 дня. Ну, я там пытался что-то позвонить, узнать, но мы узнали об этой проблеме только уже спустя некоторое время, а виза всего на неделю. Вот эта электронная виза, она ненадолго. И когда это все я узнал, я должен был лететь в Москву, и я подумал, что а зачем мне лететь в Москву, потому что я там был 1000 раз, я хочу в свой родной Петербург, потому что я там прожил все-таки 5 лет, этот город мне стал родным, это мой второй дом, и мне очень хотелось поехать в Петербург. В тот момент я, кстати, понял, что Петербург мне нравится больше, чем Москва, потому что Москва — это, ну, место для каких-то дел, для сделать там пересадку, там какого-нибудь гостя иностранного, показать ему город, да, но вот если сам я бы выбирал, куда поехать, то я бы поехал в Питер. И, собственно, так я и сделал. Я прилетел в Москву, погулял там день, восторгался качеством среды, качеством заведений, качеством вообще всего в Москве. И ценами тоже, цены тоже выше. Но, в общем, я провел там полдня, и на ночном поезде, или нет, автобусе, на ночном автобусе я поехал в Петербург. Я добрался, заселился в свой хостел. Ну, перед этим я гулял по Питеру, и была прекрасная солнечная погода. Я наслаждался этим городом, я наслаждался чистыми, ровными фасадами, не такими, как в Озерске, а уже хорошими. Брал кофе, пил, сидел там. Ну, просто Петербург летом — это самое лучшее, что может произойти с человеком, наверное. Поэтому всем настоятельно рекомендую. У нас сейчас еще не закончилось лето, у нас еще есть август, еще будет сентябрь. Ну, в сентябре уже будет прохладно, но нормально. Тоже в Питере классно. Осенью, вот когда золотые листья вот эти, съездить в Петергоф, в Пушкин, самое то. Ну, в общем, Петербург — это город для гедонистов, да, это город для кайфа, это город для радости. Почему? Потому что он просто так спроектирован, он более компактный, по нему можно ходить пешком, не как по Москве. Москва — это постоянные перемещения на каком-то транспорте, метро, еще что-то. Ну, я обычно на метро перемещался. И вот эти перемещения все, они изматывают, ты тратишь много времени, ты постоянно в шуме каком-то пребываешь, в метро непосредственно. И в Питере ты поселился в центре, это не так дорого, как в Москве. Ходишь пешочком, у тебя тут каналы, у тебя куча заведений с террасами, со столиками. Взял, сел на остановочку, попил кофейка, пошел дальше, смотришь на прекрасную архитектуру. Ну, то есть Питер — это просто кайфовый город. Но хочу заметить, что летом, потому что в остальное время нет. Я не рекомендую там вообще находиться. Это опасно для психического здоровья. Но летом обязательно всем и каждому нужно туда съездить. Я заметил улучшение качества реставрации, опять же. Я заметил, что начали добавлять какие-то исторические детали, которых не было в период бедности, когда просто не могли себе позволить восстановить все, как было в Российской империи еще, да, вот все детали на фасаде. Те дома, которые еще долгое время при мне, когда я там жил, были в реставрации, они уже готовы, то есть, ну вот, смотришь и просто наслаждаешься городом. Я, кстати, делал пост о том вообще, что я заметил, в чем Петербург стал
краше, лучше. Даже заборы начали менять на более эстетичные, исторические. Ну, типа, как те, которые были раньше. Ну, не суть. В общем, вы поняли, да? Надо ехать в Питер. Ну и далее, перед основным событием, из-за которого я вообще выбрался из своего Калининграда, это была свадьба сестры, которая должна была состояться 15 числа, а у меня еще было несколько дней. И я решил воспользоваться ими, чтобы наконец-то съездить в Тверь. Я очень долгие годы хотел туда попасть, но вот просто как-то не доводилось. Тверь — это город, который находится между Москвой и Петербургом, но ближе к Москве. И я всегда его проезжал, когда там ездил из Москвы в Питер и обратно. А это целая отдельная область, которая у меня не закрашена. Я сейчас закрашиваю области, хочу закрасить все. И наконец-то я попал в Тверь. Прекрасный городок. Наверное, самый развитый из малых городов вокруг Москвы, который я видел. Я был еще во Владимире, ну и там в других областях. И я не знаю, то ли это сейчас, в принципе, везде занимаются благоустройством, то ли это отдельный случай Твери, но просто не знаю, как там во Владимире сейчас. Когда я там был, было довольно провинциально. Но вот Тверь, уже виден московский почерк, то есть идеальный асфальт, идеальные тротуары. Делают не везде, конечно, но есть. Когда я из вокзала поехал в сторону центра, кстати, вот обидно, что они убрали трамвай, там раньше были трамвайные пути, они их не используют и убрали вообще. И раньше можно было добраться из вокзала прямо в центр, но сейчас нет. Сейчас там огромная 10-полосная дорога. Это тоже московский почерк. В Москве любят огромные проспекты. И вот Тверь захотела стать маленькой Москвой. Вот. Но было бы лучше, если бы они оставили трамвай, конечно, как в Калининграде, например. Очень много трамвайных путей. И старые трамвайчики используют в том числе. И это атмосферно. Ну, не суть. В общем, я взял самокат, доехал на самокате до пешеходной улицы и, увидел, что она пока еще не очень. А потом я понял буквально через 50 метров, что уже ее реконструируют, уже меняют плитку на новую, реставрируют фасады, облагораживают все. И я не могу просто нарадоваться тому, что в каждом практически городе, в который я приезжаю, я вижу улучшения. Я вижу то, что им занимаются сейчас особенно активно. Я не знаю, с чем это связано. Может, то, что деньги из-за санкций остаются в России, и люди меньше выезжают за границу, тратят здесь, и, соответственно, уровень жизни в России сейчас очень растет. Вот. Остановился там, перекусил, пошел в свой хостел, заселился и гулял по прекрасной Твери, малоэтажной. Очень уютный, очень комфортный городок. Кстати, Тверь в свое время, это старый город, он основан был еще в 12 веке, как и Москва. В свое время Тверь конкурировала с Москвой и была даже более развитой, и Тверь могла стать столицей вообще России, но Москва победила в этом поединке, в этой конкуренции. Москва — это просто гигант какой-то невероятный, а Тверь, просто небольшой городок, но очень уютный, очень приятный. Там особенно хочу выделить пространство рельсы. Это такое пространство, где ты можешь прийти, взять кофе, там диванчики, взять любую книгу. Там у них огромное количество книг классных, всяких по дизайну, по архитектуре и другие какие-то темы. И просто сесть почитать. Такая молодая, стильная библиотека для прогрессивных и молодых ребят. Вот. Это настоящий повод просто взять, переехать в Тверь на год, прочитать всю эту библиотеку и уехать уже образованным человеком дальше, жить где-то. Вот. И плюс, кстати, Тверь — это очень перспективный вариант, потому что Тверь находится в 2 часах езды от Москвы, при этом это достаточно развитый город, и там недорогие квартиры. То есть можно взять квартиру в Твери, там жить или останавливаться и ездить в Москву, когда хочешь. Вот. Такой пунктик у меня есть. Я теперь держу в уме, что можно и так сделать. И дальше я не мог просто не заехать в легендарный город Торжок, о котором уже ленивый только не рассказал. Это просто небольшой провинциальный город, который очень живописный, очень такой русский. И даже не только русский, с каким-то итальянским, что ли, влиянием.
То есть вот эти богатые церкви с колоннами выглядит очень эффектно. Сейчас, конечно, там не супер все благоустроено, но занимаются тоже и реставрируют храмы, и реставрируют просто невероятно. Потому что они делают не только чистые ровные фасады и восстанавливают детали на фасадах, но и делают деревянные окна, как и здесь, например. Вы видите деревянные окна, так и делают в Твери. Если это исторический дом, они не ставят пластиковый стеклопакет. Это прям большая проблема в России, что и в Калининграде в том числе, там даже на государственных зданиях везде стеклопакет. Это просто рушит архитектуру здания, и вот когда не так, классно. То есть когда вот такие вот замечательные окна, это греет душу, согласитесь? Вот, и в Твери эта практика распространена, и в Торжке тоже делают, но локально, точечно. Вот, ну, да, такой маленький приятный городок на несколько часов туда заехать. Частично он, конечно, еще заброшен, то есть там и вывески огромные, и благоустройства нет, но я думаю, скоро займутся им. Если нужен идеальный маленький русский город, то это Суздаль. Там уже все идеально. Ну и потом я вернулся в Москву. В Москве состоялась свадьба моей сестры, с чем я ее горячо поздравляю, и Рому, ее мужа, если вы смотрите этот выпуск. И да, было классно, мы прогулялись, все так спокойно, достаточно, без какого-то сумасшествия, которое происходит на свадьбах обычно. Ну, основная часть все равно была в Новосибирске, но все супер. Ну и было еще несколько дней на то, чтобы погулять по Москве. И вот уже когда я вернулся в Москву, я понял на контрасте с Питером, с Тверью даже, что Москва — это тяжелый город достаточно для вообще жизни, перемещения. То есть, да, если ты живешь в центре, наверное, классно. Но для этого нужно хотя бы $1500 или, 1000, наверное, хватит. То есть 100 000 рублей, 150 тебе нужно, чтобы снимать квартиру, плюс тебе на еду, на то, на сё. В общем, нужно достаточно много денег, чтобы жить комфортно, классно в Москве. Если нет, то, скорее всего, ты будешь жить на окраине, у тебя будет занимать дорога до центра там, минут 40, 50, час, может быть, на метро или на другом транспорте, и это все, как я уже сказал, выматывает, и плюс ты больше тратишь денег там. Ну, в общем, Москва пока для богатых. Если ты богатый, если у тебя много денег, Москва, ты возьмешь максимум от нее. Ну, а если ты обычный крестьянин, пролетарий, то тяжеловато там, конечно. Ну, то есть за те же деньги в том же Калининграде или в каком-то другом городе ты получишь гораздо больше благ. Вот. Ну и потом я полетел в Новосибирск, в свой родной город. Очень давно хотел, потому что последний раз я тут был в ноябре. В ноябре уже было холодно, серо. Ну, правда, когда выпал снежок, было уже нормально. И я мечтал оказаться в Новосибирске летом, потому что летом тут прекрасно. Как вы видите, я вам еще покажу кадры. Что меня очень радует, помимо того, что это мой родной город, раньше я всегда любил Новосибирск, преимущественно из-за того, что здесь у меня родные, близкие, друзья, здесь вообще много воспоминаний, я тут прожил 24 года, я тут учился в школе, в университете, ну, в общем, большая часть моей жизни прошла здесь, ну и просто приятно погулять, вспомнить былое. А теперь я приезжаю в Новосибирск, повидав там другие города, пожив в Нижнем Новгороде, в Калининграде, там посмотрев еще какие-то города. А сейчас я понимаю, что это просто классный город. Вне зависимости от того, родился я здесь, жил я тут или нет. Если сравнивать его с другими городами, то он очень классный. Во-первых, он большой. Здесь ощущается масштаб. Здесь ощущается, что здесь живут люди. Потому что здесь население уже, наверное, 1,7 миллиона человек. Это 3-й город в России по населению. Ну и в целом виден масштаб, там широкие дороги. Я вообще не фанат супер широких дорог, но здесь есть вот это ощущение какого-то живого большого города, чего у меня не было в Калининграде. Здесь очень много в последнее время делают по благоустройству среды. Меняют, опять же, дорожное покрытие, меняют тротуары, реставрируют здания, строят новые ЖК, огромное количество, и, кстати, строят такие довольно элитные ЖК. Я не понимаю,
А откуда столько людей, у которых есть вообще возможность покупать квартиры за 20 миллионов там, или сколько они стоят? В общем, видно, что Новосибирск становится богаче, Новосибирск становится комфортнее. Конечно, климат вряд ли тут получится изменить, но, опять же, летом здесь прекрасно. Становится все лучше и лучше, и, в принципе, так хорошо тут никогда не было. Наверное, это можно сказать в целом про Россию. Ну и после второй свадьбы, да, то есть после продолжения, точнее, свадьбы в Новосибирске уже, мы поехали на Алтай. Ну, как и в прошлом выпуске тоже я записывал там про лето, рассказывал. Алтай я, конечно, люблю проводить время с роднёй там и так далее, но не люблю просто в одни и те же места 100 раз приезжать. Вот. Но, тем не менее, я увидел много нового. Ну, я увидел Телецкое озеро огромное. Там здорово, оно очень красивое. И также мы посетили Манжирок. Это такой населенный пункт, где организовали, насколько я понимаю, лыжную базу, горнолыжный курорт. Но и летом туда можно приезжать, там канатная дорога, фуникулер, можно подняться наверх. И, в принципе, тот центр, который они построили по архитектуре, и, в принципе, среда вокруг, очень круто. Опять же, высочайшее качество, и я просто не нарадуюсь, что я это вижу все в России. Ну и, наконец, я обратно вернулся в Новосибирск с Алтая. Мы там были всего несколько дней. И наслаждаюсь сейчас Новосибирском летним, гуляю, хожу в свою новую любимую кофейню, которая называется Питчи. Там мне тоже нравится, что у них есть книги классные по дизайну. Я прихожу, беру кофеек, листаю какую-нибудь книжку, смотрю интерьеры, вдохновляюсь и работаю. Сейчас многое делаю на сайте. Можете зайти, посмотреть, написать какой-нибудь комментарий, как вам. Я там немножечко обновил интерфейс и вот добавляю этот функционал, что, подписавшись на Patreon на уровень $10, вы можете читать все транскрипции на сайте. У вас будет аудио внизу, то есть оно не пропадет, когда вы будете скроллить, и у вас будет возможность переводить все на английский. Ну и еще я добавлю функционал. В общем, делаю так, чтобы было удобно использовать материалы. И всем, кто поддерживает проект, огромное спасибо. Надеюсь, вас станет больше. Буду стараться делать больше контента. Последнее время его было мало, потому что я в основном занимался сайтом и проводил уроки. Стесняшка. Стесняюсь, когда люди проходят. Да, всем хорошего лета. Приезжайте в Россию. Здесь прекрасно. Все. Всем пока. Вот такая красота. Березки. Пожалуйста. Березки русские. Русские дома, конечно, хаос немножечко в архитектуре, но тем не менее.